Привет, друзья! Это снова кухня наизнанку. Думаю, со мной многие согласятся, что скумбрия не может быть невкусной. И соленая, и маринованная, и запеченная. Мы любим эту рыбу в любом виде. Сегодня поделюсь несколькими очень простыми рецептами приготовления скумбрии. Вы давно меня об этом просите. Поэтому, если любите готовить просто и кушать вкусно, сразу подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти 5 рецептов, которые, я уверена, вам точно понравятся. Жмите на колокольчик и всегда будете в курсе моих новинок. Начну с рецепта маринованной скумбрии. Это любимый рецепт моего старшего сына. Он такую рыбку может есть с чем угодно или даже просто без ничего. Это действительно очень вкусно, а готовится на раз, два, три. Разогреваю в сковороде 100 мл растительного масла до дымка. Добавляю в раскаленное масло столовую ложку сахара, столовую ложку соли, чайную ложечку паприки и немного красного острого перца, тут по вкусу. Теперь томатная паста, 2 столовых ложки. Все очень быстро перемешиваю. Здесь нужно осторожно, может немного стрелять. Но если сразу быстро венчиком размешать, кухня останется чистой. Нагреваю в течение нескольких секунд и снимаю с огня. Вот что получается. Через минутку сюда же добавляю черный перец и 50 мл уксуса. Я использую яблочный, но можно взять любой 6%. Все хорошо перемешиваю. Рыбу я заранее разморозила, почистила и удалила все кости. Нарезаю на порционные кусочки. Выкладываю в миску. Сюда же добавляю лук полукольцами. На 2 средних скумбрии лука беру примерно 3-4 штучки. Сюда же отправляю маринад. И аккуратно перемешиваю. Теперь самое сложное – дождаться, пока рыба промаринуется. Убираю в холодильник. Через 4 часа уже можно пробовать. Но чем дольше стоит, тем вкуснее. Подаю обязательно вместе с луком. И рыба, и лук получаются одинаково вкусными. Сложно описать, насколько это вкусно. Но если подадите гостям такую закуску, рецепт у вас точно попросят. Проверено уже. Очень вкусно. Сразу покажу еще одну закуску. Это пряная малосольная скумбрия. Если вы не любите блюда с уксусом, тогда попробуйте такой вариант. Рыбка получается не менее вкусная. И тоже все очень просто. Вначале готовлю рассол. Наливаю в кастрюлю пол-литра горячей воды. Добавляю 2 столовых ложки без горки соли, столовую ложку сахара, перец горошком, у меня смесь, кориандр, гвоздику, пару штучек и лавровый лист. Довожу до кипения, минутку кипячу и снимаю с огня. Лавровый лист и гвоздику убираю. И в еще горячий рассол добавляю столовую ложку растительного масла и горчицу. Я использую для этого рецепта обычно острую горчицу. С ней нам нравится больше всего. Но, конечно, и любая другая блюдо не испортит. Добавляю примерно столовую ложку с горочкой. Хорошо размешиваю и оставляю до полного остывания. Нарезаю скумбрию тоже порционно. Можно не разбирать на филе и нарезать вместе с косточками. Можно даже целую рыбу так солить. Но удобнее всего именно вот так. Заливаю рыбу остывшим рассолом и ставлю в холодильник на сутки. Через сутки можно подавать. Если любите, можно добавить лук и немного масла. Но и просто так, без ничего, от этой рыбки не оторвешься. А если с картофельным пюре, то нам этой порции на 2 раза с трудом хватает. Храню рыбку в холодильнике вот так, в рассоле. Она не пересолится, а через 2-3 дня станет только вкуснее. Может, я уже попробую? Попробуй. Точно так же готовлю и селедку. Очень рекомендую.
А теперь запеченная рыбка. Готовлю в обычной духовке, но когда печется, аромат как у запеченной на костре, а по вкусу в холодном виде, как скумбрия горячего копчения. Уверена, что и вкус такой рыбки, и способ приготовления понравится всем. Рыбу чищу, убираю голову, плавники и обязательно хорошо вычищаю внутри, чтобы не осталось темных пленок. Нарезаю на 5-6 частей. Обычно готовлю сразу не менее 3-4 штук. Мои мальчики любят эту рыбу в холодном виде, но и горячая она нам тоже нравится. Поэтому, чтобы было что остужать, готовлю побольше. Соединяю в миске 3 столовых ложки сметаны любой жирности, 2 столовых ложки соевого соуса и 2 столовых ложки горчицы. Я взяла сегодня вот такую пряную. Перемешиваю и выкладываю сюда же кусочки рыбы. Хорошо обваливаю их в соусе и оставляю мариноваться хотя бы на полчаса. Можно, конечно, и сразу запекать, но если рыба немного постоит, получается сочнее и вкуснее. Форму смазываю маслом. Форма подойдет совершенно любая, можно даже просто на противень выложить. Но я покажу 2 варианта, поэтому взяла 2 формы. Нарезаю лук вот так кружочками. И помидоры точно так же. В первую форму выкладываю кусочки рыбы, а между ними лук и помидор. Вот так. И посредине хвостик. Второй вариант проще. На дно лук, а сверху кусочки рыбы. Разогреваю духовку до 180 градусов и ставлю рыбу запекаться на 25-30 минут. Даже если вам покажется, что рыбка поджарилась сильнее, чем нужно, нет, это потемнел соус. Я обычно ориентируюсь по овощам. Как же пахнет! Вот такая красота получается. Аромат действительно как у приготовленной на гриле. Внутри рыбка очень сочная. Вот смотрите. Вкусно! И лук тоже у нас никогда не остается. И здесь смотрите. Очень рекомендую попробовать этот рецепт. И обязательно оставьте хоть кусочек на следующий день. По вкусу как скумбрия горячего копчения. Хоть, конечно, никакого копчения здесь нет, но очень напоминает. А следующий рецепт я очень люблю за его простоту. Это, наверное, самый быстрый способ приготовления скумбрии. А еще такую рыбку можно даже тем, кто на диете. Ни соли, ни масла. И готовится на пару. Рыбу точно так же чищу и нарезаю на 3 части. Не солю. На дно пароварки наливаю горячую воду. Добавляю в воду перец горошком, у меня смесь из 5 перцев, и 2 лавровых листочка. Выкладываю на сетку рыбу и готовлю на пару 15 минут. Можно использовать любую пароварку. Если никакой нет, подойдет обычная кастрюля и сито. Подаю такую рыбу с любым гарниром или салатом. Теперь можно немного подсолить, но это вовсе не обязательно. Скумбрия, приготовленная на пару, получается менее жирная, и при этом вкус ничуть не хуже запеченной. Сочная, с легким ароматом приправ. А главное, что это еще и быстро. 15-20 минут и ужин готов. Красота! Я уже ранее делилась несколькими рецептами скумбрии, которые подходят и для духовки, и для аэрогриля, и для любого другого гриля. Обязательно посмотрите, ссылочку оставлю в описании. А сейчас еще рецептик. Такую рыбку также можно приготовить по-разному. Покажу, как я ее мариную. Рыбу чищу от внутренностей. Голову оставляю. Мою и просушиваю бумажными полотенцами.
Выкладываю в подходящую емкость. Нарезаю лук. С лимона снимаю цедру и добавляю к ней соль, сахар и специи. Теперь растительное масло. Перемешиваю. И этой смесью хорошо натираю рыбу со всех сторон. В середину закладываю лук и зелень. У меня петрушка, розмарин и тимьян. Накрываю пленкой и оставляю мариноваться на 6-8 часов. В электрогриле я готовлю такую рыбу примерно 10 минут. Если готовить в духовке, понадобится минут 25-30. И на мангале, на сетке можно приготовить. Или даже в мультиварке. Такая рыбка всегда получается очень вкусная. Попробуйте. Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь, чтобы не потерять эти рецепты. И жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.